Всем привет, вы на канале Sneakers Day, и сегодня мы собрались по особому поводу. Я хочу вам рассказать и показать крутые кроссовки от Adidas, моделька X9000L4, которая идеально подойдет для повседневной комфортной носки, а также регулярных пробежек. Встречайте! Это крутые высокотехнологичные кроссовки, которые были вдохновлены стилем кибернетики и цифровыми технологиями. Именно на них делается акцент, на людей, которые в этой сфере и которым зайдет такой вот крутой дизайн. Идет вот такой вот черной большой коробочке, где мы можем увидеть название модели, а также где она была сделана. Это Индонезия, артикул. Теперь давай же их достанем. Вот, вместо реально много коробка какая-то очень уж большая для них, хотя соответствует. Кроме обзора и каких-то там характеристик, мне есть что о них рассказать, так как я в них проходил уже около 2 месяцев, менял, понятное дело, с наступлением жаркой поры уже на тапки, но у меня сложилось свое мнение о этих кроссовках. На мой взгляд, они подойдут молодым людям, которые ценят яркий, интересный дизайн и при этом по последнему слову техники, так скажем, здесь последние технологии, которые установила сюда компания Adidas. По цветовым решениям есть множество вариантов. На мой взгляд, все они интересные, начиная от полностью черного, который опять же таки будет очень практичный, но при этом он подойдет тем, кто не любит броский цвет. Вот. Также есть варианты с коллаборацией киберпанк и прочее. Они очень яркие, все и интересные на мой взгляд. Я же выбрал именно вот такое вот цветовое решение. Красно-черное, если быть точнее, здесь красный уходит такой алый цвет, золотистые вставки. Все это очень практично и при этом достаточно ярко. Красный с черным хорошо сочетается. Плюс буст здесь получается не в родном белом цвете, который засирается, пачкается, потом гниет и сильно бросается в глаза. Здесь же он прослужит гораздо дольше и будет гораздо более презентабельным. Верх также черный, любые капельки грязи, мусор, пыль, все легко оттирается, все это проверено, попадал в них пару раз под дождь, и они показали себя хорошо. По материалам здесь есть принцип многослойности. Если вкратце, это текстиль, на который нанесена разная синтетика разными слоями в разных местах, типа вставочка в пятке и прочие вариации, благодаря чему они смотрятся довольно свежо и выполняют свою функцию там, по фиксации и посадке ноги. Внутри стоит стелечка, она легко вынимается, она здесь очень такая прорезиненная, имеет такую вот квадратную форму, сеть. Брендинг на небольшой супинации, маркировка модели, размер, вот, немножко может замазал, ну в целом текстильный верх, очень мягкий такой, напоминает мне ковер, и надпись Boost. Очень такая эластичная, но мягкости никакой не дает, так как здесь установлен Boost. А как мы знаем, Boost очень упругий, очень мягкий, и свою роль он выполняет просто отлично, даже без каких-либо стелек. Внутри мы можем видеть ярлычок с датой изготовления 03.20, где сделано и размер. То есть 27,5 по стельке идет, я мерил там, по-моему, немного больше, ну, как и везде, собственно говоря. То есть 42,5, 43, вот их примерный диапазон. Верх выполнен из многообразия разных материалов. Основной это текстиль, который укрупненный в определенных местах под названием Engineer Mesh. Он отлично пропускает воздух, сделан из цельного такого материала без швов соединительных. Отлично пропускает воздух, благодаря чему ноги не так потеют и быстрее просыхают. Затем идут синтетические вставки на мыске с обеих сторон, 3 полосы. ТПУ вставочка треугольная в пятке для оптимальной фиксации. Имеется полиамид, который называется Heel Counter, который здесь, он, кстати, перфорированный, пропускает воздух, даже если подуть на них, то действительно он проходит. Также вот в этих всех местах петельки заходят вовнутрь, но при этом усилены вот этими резиновыми элементами, благодаря чему нету подрыва сетки.
Петельки идут в два цвета, черный и красный. Шнурки тонкие, обычные. На мой взгляд, было бы, конечно, получше, если бы они расположили их более широко. Но, возможно, это сделано для того, чтобы оно не натирало. И это место самое оптимальное по своей сути. Что касаемо узнаваемости бренда, это Adidas ярлычки проклеены, тоже прорезиненные, полиамид. 3 полосы с обеих сторон. Также на подметке втесненная надпись Adidas. Самое главное в этих кроссовках это, конечно же, буст, который здесь идет очень таким толстым слоем. Его здесь очень много, благодаря чему, конечно же, кроссовки получились такие довольно увесистые, не самые легкие. Но на ногах это не так уж сильно и ощущается, особенно если сравнивать в том, что они будут более мягкие и больше давать возврата энергии, то это не страшно. Он здесь выполнен также такой формой, чтобы тоже обеспечивать дополнительную фиксацию с внешней стороны, так и с внутренней. Ну, на мой взгляд, очень свежо и круто выглядит. Пятка здесь очень сильно выпирает. Вот это вот, конечно же, для кого-то плюс, а для кого-то минус. Во-первых, они сильно увеличивают ногу, особенно если брать там какие-то женские модели. То есть девушки, наоборот, хотят, чтобы кроссовки были поменьше и нога казалась более миниатюрная. То в данном же случае они увеличивают примерно на вид на размера 3 их. То есть ощущение, будто это не 42,5, а где-то 45 уже. Пятка очень массивная, очень мягкая. Прожимается все просто супер легко. Но есть такой момент, немного уже есть продавленность, от того, что здесь вот такая вставочка, она воздействует давлением при шаге и небольшая помятость. Но это не страшно абсолютно, но сам факт, что для буста это в принципе не свойственно, так как он очень быстро возобновляет свою форму. Еще заметил один момент, именно на левом у меня отошла вот эта вот вставочка треугольная, клеилась. По качеству все сделано добротно, хорошо, но виден клей при соединении с подошвой. Также его случайно там замазали вверх вот такими вот нюансами. Но это не страшно, хотя смотря за какой прайс вы будете покупать. Чем бюджетнее, тем, конечно, меньше претензий. Если же это full прайс, то будет немного накладно. Ну, это Adidas, тут ничего уже не поделаешь. Переведем взор на стельку и на крутой ковер. Значит, стелька, она на 42,5, у меня же размер 42, иногда даже подходит 41, особенно если брать Adidas. Так вот, если вот встать и полностью расслабиться, вот небольшой запас есть, но по факту как небольшой, вот здесь где-то сантиметр. Вот на меня эти кроссовки великоваты. Все же идеально бы подошел на размер меньше. На 2 я бы уже чувствовал себя некомфортно, палец бы сильно упирался. Обуваю я их не расшнуровывая. То есть вот нога залазит, сзади потянули за гусек, и нога туда идеально вскочила. Теперь второй. Очень комфортно. Правда, ощущается свобода в мыске. И довольно, вот в передней части как будто недостаточно фиксации, но при этом больше комфорта зато. Они не так более меня стягивают и ограничивают. Кроссовки не скрипят на разных поверхностях. Подметка здесь выполнена в форме глич, как я нашел в интернете. То есть это такой сбой в системе, в матрице, исчислительные какие-то элементы. Но в целом эта подметка, она характерна для обуви Boost, Ultra Boost. Она довольно цепкая, неплохо себя показала и зарекомендовала на сегодняшний день. При этом вот эти вот пиптики, я отходил в них не прям уж много, но за это время, на мой взгляд, они должны были бы уже истереться, но они еще держат себя в довольно хорошей форме.
под разные спортивные штаны, они будут смотреться хорошо, но стоит учесть тот факт, что, учитывая, что они очень массивные, на сильно зауженные штаны, оно будет очень броско, нога будет казаться просто гигантской. Но на данный момент под эти штаны они мне нравятся. Вот такой вот получился обзорчик. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, буду с радостью на них отвечать. А я погнал снимать видео дальше. Всем до встречи, пока.